Очень интересно. Это, видимо, изначально была какая-то крепость прямо на воде. Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс. Продолжаю Тамриэль, Ребилд, Моровинд. Сегодня в планах вот этот остров с замком. Возможно, уже в этой серии, возможно, что-то по пути меня отвлечет, потому что все мы знаем, что расстояние в Моровинде на самом деле длиннее, чем кажутся на первый взгляд, учитывая обилие точек интересов, разбросанных там и сям. Но я двинусь прямо напрямик к этому замку. У меня там нет какого-то непосредственного интереса, но он сам по себе выглядит весьма интересно, располагаясь вот так вот на островке. Тоже, можно сказать, на одной из самых восточных оконечностей страны. Эдакий восточный предел. Пора включить кошачье зрение. Ну, вроде бы тут каких-то как раз-таки точек интереса я не наблюдаю. Вот, есть эдрические руины. Но их, если я посещу, то потом. Вот еще пройдусь здесь, мало ли. Эта местность тоже выглядит плюс-минус интересно. Я все еще остался немного недоволен этими эдрическими, ой, двемерскими, простите, руинами, потому что выглядят они снаружи куда обширнее, чем оказывается по факту. Интерьеров у них не сказать, что много, прям-таки мало. Похоже, пора пить очередное зелье восстановления запаса сил. Угу, я был там, на побережье, теперь я вот... Ой. А, это всего лишь скрип. Фух. Здесь я, конечно, тоже не упущу возможности. Лодка. Уже вторая на этом побережье. Это, кажется, Горн там виднеется. Горн? Да, похоже на Горн. Смотрите, как это называется. Полуостров Велота. Угу. А я и не знал, что, по сути, вся предыдущая серия была посвящена исследованию полуострова Велота. В принципе, можно было догадаться. Да, пора уже это зелье выпить. Все, теперь я снова силен, полон энергии. Тут, знаете, похоже даже на тропу. Плюс-минус что-то утоптанное, может. А, я уже вспоминаю Евангелие от Велота, как он дошел до самого востока, как раз-таки, видимо, до сюда, до Некрома. И стоял, смотрел на восток в сторону Акавира, под Амайский океан. И оттуда вроде бы пришел кто-то из принцев Деэдра к нему. Привет, такой. Вот, наверное, здесь он как раз и стоял, да? Вы знаете, может быть, полуостров Велота — это лишь вот этот кусочек большого полуострова, кто знает. Тем временем уже потемнело. Слушайте, да, тут такая обхоженная дорога более-менее.
Похоже, можно. А может быть, это одно из мест паломничеств, кстати. До сюда наверняка можно дойти. Ой-ой-ой, я тебя даже не заметил. Давай представим, что я добыл из него крабовое мясо, разжег тут костерок. И поужинал. Ах ты ж. Негодяй. Ай. Штаны промочил. Штаны, кстати, надеты? Надеты. Мои противопараличные штаны. Все, полетел. Да, вы знаете, тут так уединенно, спокойно, что я аж сам медитативное настроение как-то подхватываю. Не думаю, правда, что на этом острове будет спокойно, но тем не менее. Ух ты. Урны с прахом. Кстати, я все это время ходил не с тем амулетом. Ходил с амулетом для мирного времени, не для военного. Ладно, давайте тут на ночлег. Место выглядит довольно спокойным, но я все равно достану свое копье. Вот, очередной рассвет встречаем. Чуть ли не в самом Подмайском океане. Ну да, я готов биться о заклад, что Велот вот здесь стоял, на этом самом мысу. Так, ну здесь я не вижу ничего интересного. Просто острова, да? Никаких интерьеров не видать. Ну еще вот этот. Проверю, конечно же. Все-таки далеко не каждый день доводится в Моровинде поисследовать островки вот подобные, уединенные. Ох, красота. Солнце прямиком из Акавира. Что может быть прекраснее с утра? Да-да-да, простите, я тут потревожил ваше жилище, грязекрабы. Красиво.
Конечно же, там скелеты. Кто еще тут может быть? Очень интересно. Это, видимо, изначально была какая-то крепость прямо на воде. Так, я, похоже, не допрыгну уже. Пытка не пытка. Слабеньким оказался. Интересные руины, ничего не скажешь. Ящики пустые. Так, прежде чем лезть внутрь... Отличные стрелы, спасибо. Осмотрюсь снаружи здесь. Тут тоже есть вход. Будет забавно, если здесь вообще нет интерьера. Черт. Неприятно было сейчас. И ворота снова заперты. Какой интересный пациент. Окей. Ты был неприятным соперником. Да, сейчас жалею, что нет рэгдолла в Моровинде.
имперские солдаты. Спасибо. Бонитовая булава, неплохо. Волнолом называется. Это крепость. Кстати, как много входов. Но это все в башне. Входы и выходы. Убирайся. Ау. Жутко. Ух ты, сколько всего. Давай коммунику, конечно же. О, это... Нет, не буду я отсюда ничего есть. Спасибо. Так, ладно. Как нормальные органиане, начну исследование слева направо. Сверху вниз. Я даже не хочу с картов вставать здесь. Чудесно. Боевой маг. Стеклянный посох. Очень неплохо. Колечко. Надо бы подремонтировать, наверное, лук уже. Не в лучшей кондиции. По шапке мне кто-то ударил нормально так. Да, в общем, прям-таки святотатство какое-то. Учитывая расположение этой крепости рядом с Некромом. Такое надругательство над трупами. Ну, в принципе, Данмером, наверное, это безразлично, учитывая, что здесь контингент, скорее всего, полностью имперский. Здравствуй. Подамайский океан. Дверь в Подамайский океан. Чудесно. Так. Пора бы восстановить ману. Даже есть с кем поперестреливаться, похоже.
башни повыше. Киты. Так, я хочу вниз сходить еще. Великий холл, смотрите-ка, тут есть и подземная часть. Ух. Вообще такие места, конечно, воспринимаю как излюбленные некромантов. Друзья? Вы что, сменили локацию? Вы помните, они же... Они же были где-то здесь раньше. Бретонец и Лич. Его жена. Здравствуйте. Рейнольд Вольтейн. Посетитель? Как чудесно. Ну, прости мне мои манеры. Я Рейнольд Вольтейн. А это моя жена, Сабина. Добро пожаловать в наш дом, аргонянин. Это радость для нас встретить тебя. Пожалуйста, присоединись к нашему обеду. Наслаждайся нашим гостеприимством. И не обращай внимания на беспорядок. Я уверен, что... ты... будешь чудесной компанией. Как наш последний гость. Скажи мне, ты студент, изучаешь некромантию или просто мимо проходишь? А что тут происходит? Что за беспорядок? Приношу извинения, но если кто-то настолько близок к бессмертию, как мы, он едва такое замечает. Забавная вещь, как... обладание силой отрешает тебя от земных забот. Я предвижу, что это место станет немного дезорганизованным после того, как я наконец-то избавлю себя от моей слабой плоти. Возможно, нам следует подумать о создании слуги, чтобы он для нас тут убирал. Если мы решим окончательно отойти. Ну, или если мы вообще решим об этом заботиться. А что по поводу последних гостей? Да. Весьма интересный материал. Хотя... они не были готовы к тому, чтобы принять наше гостеприимство. В отличие от тебя. Это ожидаемо от фанатиков храма. Но это всего лишь... небольшой раздражающий фактор. Нам пришлось запереть их внизу. Воистину. Редко к нам заглядывают по-настоящему вежливые гости. Это не особо большая проблема. Они обычно... либо являются собой какое-то развлечение, либо интересный материал для изучения, независимо от их намерений.
Если они станут реальной проблемой, мы просто превратим их в мебель. А что по поводу некромантии? Ты не некромант? Ну, это не проблема. Сабина и я практикуем темные искусства уже около столетия. По факту говоря, если все пойдет по плану, мы вместе станем бессмертными в не очень отдаленном будущем. Идеально защищенные величайшими слабостями друг друга. Интересно завернул. Я планирую преобразовать это хрупкое тело в не очень отдаленном будущем. Как и моя любовь Сабина уже сделала. А тем временем, да, я бретонец. Чудесно. Что у нас? Костяная мука, да, на ужин? Сабина что скажет? Лич смотрит на тебя своими пустыми глазницами, и в то время как ее бесплотное лицо не выражает никаких эмоций, ты не можешь ничего с собой сделать, ощущая то, что она недовольна твоим присутствием. Или удивлена. Да, интересно, что они переехали. Адамантиновый посох огня. А, вы же такие ребята... А, это что, рабочий свиток? А, нет, ни черта, он не рабочий. Да, неплохой. Можно колотить кого-нибудь им. Вот, раз вы такие уже безразличные, я тут вас все позабираю. А вообще, я помню, кто-то мне предлагал из вас, друзья, сходить к этим товарищам и проверить этих самых запертых, невежливых, так сказать, посетителей, которые им тут помешали. Павший орк. Орча Клеймора. Прилетел, в общем, этому орку по кумполу, он уже не смог оправиться от этого удара. Да, неплохая тут карательная экспедиция была против вас, судя по их снаряжению, но не сдюжило, очевидно. Запасы скатла. Я, пожалуй, пополню. И сам немного перекушу. Этому бретонцу все равно нужна еда какая-то, плюс-минус свежая. Пока он еще воплоти, так сказать. А, да, чудесно. Чудесная люстра, друзья. Я поражен. Вот, и да, я сейчас такой, чтобы не против спасти этих несчастных. По крайней мере, попробовать. Ау. Выглядит очень больно. Чудесно. Подготовка трупов. Лежит правильно, кстати. Что-то про органиан опять пишут. Кровать.
Костяной. О! Аж втроем тут. Так и создают костяных лордов, да? Похоже. Но это, получается, будет нелегитимный костяной лорд, даже если он у них получится. Храм явно не одобрит. Повсюду трупы. Скелеты. А вот это я позаимствую, пожалуй. Вампирская пыль. Это все заберу. Перезаряжать буду. О, этого добра у меня хватает. Костяная песня. Кальцинатор, наверное, сброшу при первой потребности. Тюремщик скелет. Ничего нельзя с ней сделать. То есть она в сознании, ну, живая, но не в сознании, похоже. О, это что за вивек комнатный? Релам Миндаран, привет. Помоги мне, сэра. Во имя всего. Что и все еще свято. Достань меня отсюда. Вытащи. Это ужас. Я не могу описать, через что мы прошли. Нас послали сюда выселить этих дьяволов, но каким-то образом он увернулся от всех наших ударов. И Личи высосал все наши заклинания. Они подчинили нас своей воле и мучили нас до тех пор, пока моя сестра больше не смогла это выдерживать и не сдалась. Пожалуйста, я слишком слаб. Открой эту дверь и принеси мне катану моей сестры, чтобы я смог помочь убить тебе этих порождений зла и отомстить ей. Угу. Мне, наверное, будет мешать этот скелет. Надо подготовиться. Вероятно, я... получу какие-нибудь заклинания неприятные, типа, может быть, даже как раз бремени. Что, у меня уже 3 перегонных куба с собой, да?
Чудесно. Нет смысла это перезаряжать. Может, они сразу нападут, так что надо действительно подготовиться. Тем более, раз уж я в храме сейчас состою, мне следует им действительно помочь. Так, ХП восстановил. Что бы можно сделать сразу? Видимость нет. Можно попробовать деморализовать, но... Слушайте, да. Это не баф. Снять чары на себя. Ну, хорошее заклинание, кстати. Можно кого-нибудь призвать. Попробовать, ну. Это такое. На этого не хватит маны у меня. Это, наверное, тоже рисковать не стоит. Можно реально попробовать призвать скампа. Шанс всего 1 к 3, но почему бы нет? Скамп может их отвлечь. О, лучше призрака. Суицидальное погружение, ничего себе. Водное дыхание на 10 секунд, касание. Интересно. Телекинез. Ладно, давай. Призрак предков. Ну-ка. Я еще ни разу со своими предками не общался. Предок мой не хочет призываться. Так, хорошо. Оп. Оп, 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 оп. Внезапно. Такого я не ожидал. Броня, кстати, хорошая. Это вообще все хорошее тут у меня. Понятно, они были инквизиторами. Так, призрак, пожалуйста, спасибо. Так. Да, она восстала из мертвых и натопала на меня. Пришлось ее убить. Да. Бедный Релам. Пожалуйста, ты вытащишь меня отсюда. Открой эту дверь. Давай, пойдем отсюда. Ой.
Вот, получил топором. А, ты еще и слышал обо мне, да? Она восстала из мертвых? Тебе пришлось ее убить? Я больше не могу этого выносить. Ну, лучше не буду его провоцировать и скажу, что соберись уже. Твоя сестра была бы недовольна видеть тебя в таком виде. Ты прав, мне жаль. Спасибо, что вернул ее оружие. Теперь нам надо убить этих воплощений зла. Мы с моей сестрой были натренированы сражаться с темными магами вроде них. И раз уж мы провалились на нашей первой попытке, я думаю, что я понял, почему они были способны отразить нашу атаку. У Личи... Не так. Личи, благодаря богохульственным и нехорошим, в общем, всяким писаниям, сумели достать их души из их тел. Из-за этого они очень хорошо сопротивляются любым способам магических атак. Похоже, этот Лич, она использовала свою душу, чтобы создать сильное зачарование, которое защищает ее любовника от физических повреждений. Если мужчина сделает то же самое, их будет практически невозможно победить, когда они вместе. Знаете, это напоминает мне фон Карштайнов из вселенной Warhammer Fantasy. К счастью, до этого пока еще не дошло. Сперва убей мужчину с помощью магии, потом уничтожь то, что содержит душу Лича. Эта штука должна быть у него. И только так ее можно победить. А теперь нам следует встретиться с этими исчадиями ада и стереть их с этого проклятого острова. Скажи моим патронам в Альмалексии, что моя сестра погибла, и если я не выживу, то что хотя бы ты вышел победителем. Ты со мной? Погнали, убьем этих гадов. Великолепно. Давай тогда встретимся с ними лицом к лицу. Во имя троих, за справедливость! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Подожди, да, я броню всю эту скину. Так, ладно, я не буду выпендриваться сейчас. Убить магией, да, значит? Это все будет бить по площади. Ладно, Hellfire. Наверное, неплохо будет начать с него. Так, куда мы бежим-то? Черт! Слушай, Лич, по-моему. Блин. Что-то все идет не по плану совсем. Ау, 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 ау.
Они все согрелись на меня, да, конечно же. Давай, наверное, огнем лучше всего. Так, Elemental Burst Fire. Отстань! Черт! Это неприятно. Так, парализовать его может. Ладно. Вообще, вроде бы Лич дамажится. Так, сейчас я подготовлюсь чуть получше к этому всему. Так, это выложил. Вот это, кстати, неплохой посох. Несмотря на то, что я плох с дробящим оружием. Мне, наверное, лучше копьем даже пользоваться. Если физический урон не проходит, может, магический с него будет. Слушайте, это, по-моему, хорошая оказия, чтобы выпить вот это зелье, кстати. Так, хорошо, есть идеи уже. Так. Стрелы надо получше взять. Кстати, они тоже могут в теории дамажить этого некроманта. Так, супер. И мне нужно еще зелье восстановления маны, наверное. Так. Погнали. В какую сторону бежать? Так. Давайте опять свитки. На поверку оказались не самыми удобными. Черт. Что закрыл-то? Сюда иди. Hellfire, ну-ка давай. Так, я хотел еще выпить зелье. Вот это вот. Ай! Огонь. Уничтожить. Все, теперь она смертная. Как рычит. А ты даже не успел на вечеринку, похоже.
things about Огонь. Безусловная победа. Адамантиновая сабля. Круто. Самый экшоновый экшон за последнее время, должен сказать вам. Спасибо, Холмс. Я останусь здесь и позабочусь о теле моей сестры. Чтобы сохранить ту честь, которая у нее еще осталась. Так и что? А как этот квест называется вообще? Он активен хоть еще? Нет, он все, похоже. Так, ладно, ладно, хорошо, отлично. Эх, даже с какой-то стороны жаль, что у этих личий ничего не получилось. Так у них идеально было все продумано. Да, я думаю, броню стоит вернуть ей. У меня только на одной руке перчатка была, получается. Так. Это мое, это я заберу. Покойся, как говорится, с миром, сеструля. Тикс, ну ладно, осталось тут какие-то последние вещи О, перегруз произошел таки. Может, не кальцинатор сбросить, а что-нибудь другое сначала? Вот адамантиновая сабля, такая бесполезная штука, лучше ее. Наверное, пока что все вот так вот. Творочье копье тоже. Что это? Да. Интересное копье, кстати. Это оставлю. Не намного лучше моего, кстати, даже без магии. Этих я всех осмотрел. Сейчас бы вспомнить, откуда я вылез вообще. Ага, вот я отсюда вылез изначально. Что имеет смысл, например, слазить сюда. Вот этого всего я еще не видел, кажется. Раз тут сундук еще не вскрытый.
Очень интересно. Интересные дротики. Дротики отравленного облачка. О. Коммунику сюда. Угу. Это кто? Обычный скелет. Пора перезарядить. О. Они плохо перезаряжают. Перские стальные стрелы. Отстойные. Тяжелые. С не намного большим уроном, чем у обычных. Кто тут самый зевой краб? Так, хорошо. Это башня тоже исследована. Все еще слышу, как кто-то ходит. Тьма тут, конечно. Критический урон, который он даже не почувствовал, да? Вы видели? Случайно огрел его по голове копьем. Рубящим ударом сверху. Да, тут все еще полно имперской снаряги всякой. Это, похоже, командир. Имперский шлем храмовника. О, копье. Замечательно. Надо бы вылечиться, вот что. Вот там я был, скорее всего, уже. Угу, и здесь тоже. Если спуститься вниз, то там будут наши друзья. Ну и осталась последняя башня. Теперь заблокировано. Да, из-за копья, очевидно. Вот оно торчит.
О! Ишь ты какой ушлый. Все, у меня запас стрел теперь опять огромный просто. Обычный можно выкинуть будет даже. Знаете, я тут невольно отмечаю, как некромантам нравятся имперские форты. Мне осталось спуститься тут пониже. Похоже, пора избавиться от кальцинатора все-таки. Или от древской кирасы может избавиться лучше. Кальцинатор-то он хоть полезен, плюс-минус. Для начала избавлюсь от камней душ. Парочки. О, зачарование улучшил. Или вот от стекла, да? Лучше от стекла избавлюсь. Пока могу еще тягать это все. Так, тут я все осмотрел уже. О, глаз Грахла. О, сушеная рыба убийцы. Давай, это будет мой ужин. Скрибовое желе еще в путь. Отмычки, бедняга. О, скрибовые пироги, но что-то мне подсказывает, что лучше их не есть. Чузейский шлем. Ах, такое разнообразие всяких классных шлемов в Моровинде, а я, органянин, практически никакие из них носить-то и не могу. Досада. Так, ну а тем временем это действительно все. Я думаю, это прекрасный повод, чтобы закруглиться. Вот, но прежде, конечно же, полюбуемся закатом. На Подамайском океане сегодня закат. Да, в общем, был рад, что эти ребята переехали. Мне помнится, что я не добрался до нижних уровней в прошлый раз, когда они были еще на материке. Их предыдущей крепости, потому что мне просто не хватило навыка тогда взлома замков. Свитков при мне не было, что-то такое. Вот, и... Да, удовлетворил собственное любопытство и любопытство ваше, я надеюсь, что будет, если действительно помочь узникам этих некромантов. Вот. Вот такая довольно экшоновая получилась серия. Вот, а в следующей действительно уже останется переночевать здесь, да, у некромантов. И двинуться на континент, в сторону Сейтура, по побережью Недотрил.
Спасибо, что были со мной. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild.